Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз гороскоп лета 2023 года. Судьбоносные события или каков судьбоносный поворот, давайте узнаем подсказки карт. И если мы заявили про судьбоносные события, вот давайте на Таро иллюминатов сразу спросим, что же это за события. Мы еще пока не знаем. Может быть, все будет спокойно, все будет развиваться в том ключе, как мы хотим. Но у кого-то, может быть, и будет что-то очень важное на кону стоять. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но что думают карты? Для вашего знака зодиака. Что там такое очень важное за период лета может стоять? А вот так, полнота счастья. Именно полнота по десятке кубков – это когда у нас вообще все хорошо. И в личной жизни, и дом, полная чаша, и переезд, может, у кого-то тут был запланирован, или сама поездка, может быть, с вашей семьей, или с любимым человеком. Поездки здорово объединяют и настраивают двоих на одну какую-то волну. Мы, даже если мы люди семейные, мы где-то забываем, что мы мама и папа, да, это пара, то, что мы любим друг друга. У кого-то это может проиграться, почему нет? Ну и, безусловно, финансы тоже. Здесь вот все важно. Полнота именно, как и взаимоотношений, и когда я доволен вообще. И собой, то, что меня окружает, и все у меня под контролем, это ведь тоже немаловажно. Очень благоприятная карта. Вот, к счастью, идем и все. Давайте еще одну достану. Вот, видимо, посмотрите как. Две десятки, да? Это уже о чем говорит? Это высшая карта из младших арканов, которые характеризуют какую-то ситуацию. И ведь по десятке мечей завершение, когда мы закрываем путь в прошлое, закрываем дверь. Мы уже не оглядываемся. Нам говорит карта, что был какой-то тяжелый период переживаний, но не надо это вспоминать. У тебя сейчас совершенно другой период, увидеть новые возможности и просто ну, наверное, сказать, вот я сейчас буду счастлив, и в течение какого-то длительного времени, а ведь правда для вас благоприятное время, и это не на месяц, это и 2023 год, и 2024, совершенно другая какая-то история, другие планетарные события будут, и для вашего знака зодиака больше с плюсом. Что-то как и порешать, так и быть счастливым, это правда. И поэтому нет смысла как будто возвращаться назад, потому что прежний опыт нам не поможет, но он нас закалил, сделал нас в чем-то жестче, хладнокровнее. И в том плане, видимо, нам пригодится этот опыт не наступить на какие-то те же самые грабли, словно не проморгать свое счастье. Может быть, у кого-то это просто касается вопросов финансов, а у кого-то в отношениях нужно действительно сделать какой-то выбор и важный шаг навстречу партнеру. И если вы до этого встречались, то тут, может быть, решение какое-то вы примете о вашей уже совместной судьбе, а не сольном варианте. Вот именно закрыть дверь в прошлое в течение лета для вас будет важно. И что еще? И вот карта прогресса. Это когда мы сдаем экзамен жизни. Я бы сказала, можно положить вот где-то вот так вот, да? Если бы эта карта выпала первая, а это вторая, а это как венец. Нам придется с чем-то как и определиться. И вы знаете, ваше главное желание по этой карте у нас словно будет вдохновение для того, чтобы именно не оглядываться назад. Нам даже не захочется что-то вспоминать из прошлого. Но нам все же говорят о каком-то ценном опыте, который мы словно из эмоций перевели в какое-то событие, которое пережито нами. И это мы забыть не сможем никогда, но именно это нас сделает сильнее. И по этой карте еще буквально кто-то из вас пойдет на курсы, будет учить язык или чему-то новому обучаться. Это может быть как новое ваше дело, новый вид деятельности, смена работы, смена вашего статуса. У кого-то, правда, кто был один или одна, может быть, вы начнете жить вместе и будете более серьезно уже думать на дальнейшую перспективу по вашей паре. А у кого-то это может быть смена статуса и через деньги, доход какой-то. Тут, в принципе, мы что-то изучаем для того, чтобы улучшить наше благополучие.
Прекрасный период. Посмотрите, как здорово. И на дне колоды двойка, но определиться именно нужно. Вот, наверное, окончательно в это прошлое закрыть дверь, где-то не мучить себя какими-то воспоминаниями, которые со знаком минус, и они уже не нужны. Так, хорошо, давайте достанем теперь по одной карте из расчета на месяц и посмотрим энергетику 3 месяцев лета, как видят карты. Итак, июнь, июль и август 2023 года. И на колоде Таро Висконти Сфорца по основным сферам жизни мы достанем по 3 карты на каждый месяц. Посмотрим тенденции, может быть, будут какие-то подсказки. Правда, какой-то судьбоносный поворот может быть, если вы примите какое-то решение. Вот судьбоносное, наверное, действительно будете принимать с чем-то, определяться, может быть, так обстоятельства нас заставят, или будет какая-то новость, событие, когда вам самому захочется. Итак, дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь на июнь. И на июль все то же самое. Дела, работа, бизнес, финансы. И что у нас тут по личной жизни? И август посмотрим. Ну хорошо, 2 достала. Это у нас дела, работа, бизнес. Что по денежкам, финансы? И каков прогноз, тенденции на личную жизнь? И не за ту карту. Двойка пентаклей на июнь – это когда легкость на подъем. Может быть, будет буквально много поездок или много планов. Может по этой карте быть еще и предложения какие-то. И нам говорят, рассматривай все, примеряй словно все на себя. И если тебя куда-то приглашают, то есть буквально совершить какую-то поездку, значит, стоит отправляться. Может быть, она нам принесет какой-то бонус, или мы что-то важное узнаем. По этой карте больше, ну, где-то отчасти азарта, в хорошем смысле этого слова, такого, знаете, продуманного азарта, потому что придает нам словно, знаете, легкости, именно спонтанности куда-то отправиться, к примеру, или что-либо начать, даже если придется скорректировать наши планы. Потому что может быть такое, что что-то меняется. По этой карте нет ничего постоянного, и она сама говорит, ничто так не постоянно, как перемены. Это карта жонглера, который жонглирует 2 пентаклями. И как будто деньги мы не тратим в этот месяц. Нам не говорят, что денег нет, а вот их не стоит тратить, потому что будут именно перемены, и они нам понадобятся в какой-то, может быть, другой совершенно сумме, для того, чтобы осуществить то, что мы хотим. Но открытость миру эта карта предполагает. И также предполагает, когда мы работаем либо с большим количеством людей, либо с большим объемом информации. Мы словно эту информацию можем сами находить, искать, как-то прорабатывать. Мы хотим в чем-то разобраться, может быть. С другой стороны, все-таки, опять же, возвращаясь к жонглеру, нам карта говорит: пробуй, пока не получится или пока не надоест. Подбросил пентакли жонглер, упали они, вдруг, ничего страшного, подняли, продолжили. Не бойтесь совершить ошибку по этой карте, как будто мы новый опыт какой-то отстраиваем. И, кстати, по этой карте мы можем начать бизнес с нуля, и как будто вопрос будет заключаться не в наличии денег, а в умении договариваться. Прекрасная карта, знаете, когда вдохновение и когда хочется чем-то заниматься, что-то новое попробовать, когда какой-то нас здоровый азарт захватывает себя проявить в каком-то новом деле или в новом совершенно качестве. Это новые перспективы, но они еще пока в самом начале. Многое не определено. Дела, работа, бизнес. Мы будем искать какой-то выход, и мы его найдем. Видимо, у каждого по-своему. У кого-то банально документы мы будем оформлять какие-то. Или вот именно эту информацию собирать для того, чтобы понять, как лучше обустроить то или иное дело, или где мне, может быть, лучше работать. Могут вполне в июне месяце оформиться желание, словно поменять вид деятельности или работу, или какая-то еще ситуация, может быть, финансовая,
финансовая нас словно вынуждает, подталкивает что-то изменить в своей жизни. Мы можем принять решение окончательно, кстати, возвращаясь вот к той десятке мечей, которая у нас выпала в самом начале, когда нам сказали закрыть в прошлое дверь. И тут ведь по восьмерке кубков это когда мы поворачиваемся к тому, что было спиной. И может быть там и было что-то ценное, но как будто не хочется оборачиваться. Вам самим хочется просто как и нового драйва, так и новых впечатлений, новых удач, новых каких-то знакомств, совершенно другого качества жизни. Мы просто идем вперед. И, кстати, по этой карте мы готовы к тому, что мы рассчитываем сами на себя. Это раз. И даже если нам придется пройти, ну, какой-то период, словно в темноте или через пустыню, да, когда, ну, ничего не понятно, не определено, мы все равно к этому готовы. Именно потому, что не хочется оборачиваться назад, только вперед. И это наша в этом будет сильная позиция, что у нас по финансам. С финансами будет все прекрасно, но мы их не тратим. Еще раз нам подтверждает карта все то, что я сказала по двойке пентаклей. По нумерологии 9 это всегда преддверие перемен. Деньги будут, но деньги сохраняй, они тебе понадобятся. А вот побаловать себя чем-то таким, знаете, ну, каким-то пустячком, может быть, вот какие-то небольшие траты совершить здесь очень хорошо. Но, знаете, как я говорю, чаще купить себе, что может служить каким-то талисманом, что я решил какой-то вопрос, например. Талисманом на последующий период, когда, если мы столкнемся с какими-то сложностями, посмотрим вот на это материальное олицетворение наших каких-то прежде решенных проблем, мы не соскользнем в сомнения, в какие-то минусовые эмоции, а мы просто вспомним, что был в нашей жизни период, когда было тоже сложно, но я из него вышел. И это для нас будет именно вот тот талисман. Поэтому чем-то себя баловать нужно, мои дорогие, обязательно. Не забывайте про себя. Может быть, и есть какой-то режим экономии, или вы сами такой прижимистый более человек. Но вот про себя, ну, нельзя на себе экономить, об этом тоже говорит карта. С деньгами порядок. Что в личной жизни? Ух, 15-й аркан. Страсть, любовь. Ну, или, конечно, тут и привычки разные проходят по этой карте. Но так или иначе, все-таки мы смотрим на личную жизнь. Правда, тут какое-то чувство, даже уже в той паре, которая есть, может по-новому вспыхнуть. Правда, тут у нас и легкость на подъем, и тут вообще у нас совершенно другое состояние души. Ну и тело, наверное, тоже. Поэтому, знаете, 15-й аркан нам помогает в вопросах, кстати, физического самочувствия, то есть бодрости, да, как будто у нас хватит осуществить сил какой-то наш проект. Конечно, он помогает в решении денежных вопросов тоже, но самое главное, мы не должны от чего-то зависеть, не от людей, не от денег. То есть деньги на первое место ставить нельзя. Должна быть какая-то идея, какая-то высшая цель. То есть, ну вот должно быть все равно что-то возвышенное, не только земное. И когда у нас есть и то, и другое, мы не попадем в зависимость вот к этому 15-му аркану. Не делать чего-то чересчур будет очень важно, контролировать в целом свои эмоции. И ведь по этой карте ведь эмоции могут быть какие? Когда мы можем пойти в разнос, мои дорогие, где-то может быть последняя капля терпения с учетом восьмерки кубков, когда, правда, мы можем сказать все, что мы думаем. Да, мы можем сказать, но надо как-то не осложнить себе жизнь, то есть не делать ничего, чтобы впоследствии нам пришлось разгребать буквально, как какой-то завал. А как раз по 15-му аркану как будто, ну вот знаете, есть такое чувство, что, ну, хочется с чем-то или с кем-то разобраться, что-то вот терпел, допустим, долгое время, да, или где-то в себе вынашивал, ну, сейчас скажу. А карты нам говорят, ну вот как-то себе не навреди. У кого-то ведь может проиграться, буквально хлопнул дверью и пошел. Поэтому будьте, я понимаю, у каждого своя история, но не разрушьте что-нибудь, о чем впоследствии можете пожалеть. А вот как раз со знаком плюс, пусть у вас этот 15-й аркан и проиграется. Июль.
Пусть у вас со знаком плюс этот аркан и проиграется. Посмотрите, шестерка кубков. Об искренних отношениях говорят уже. О переходе из какой-то страсти вот в такие доверительно теплые дружеские отношения, когда не просто вот, да, вот этот импульс какой-то, физиология, а есть еще душевное единение, когда думают в унисон, когда доверяют, понимают без слов друг друга. Двое детей с белыми волосами изображены на этой колоде. Белый цвет означает искренность. Вот это будет для вас очень важно. По этой карте мы можем со всеми договориться, в принципе, и благоприятный период, как и для эмоций, так и для любви, так и для какого-то диалога, в целом даже по делам. Вот давайте мы посмотрим дела, работа, бизнес. Приятно, да, на самом деле. И ваша карта выпадает. Вообще энергетика вашей карты, она где-то похожа на карту мага. Почему? Потому что король кубков имеет возможность как бы управлять двумя энергиями. С одной стороны, это рационализм холодный, с другой стороны, эмоции. Не все умеют так вот переключиться быстро. И поэтому нам говорят, с одной стороны, то, что вы задумали, у вас, безусловно, все абсолютно осуществится. Но где-то эмоции, нам карта напоминает об этом, мы их проявляем только в отношении очень узкого круга людей, которые любят нас, которых любим мы, именно основаны на искренности, повторяюсь. Во всех остальных случаях, когда дела, работа, бизнес, деньги, берем правление в свои руки и действуем вот сообразно вашему какому-то либо плану или как вы видите этот процесс. А эмоции следует спрятать вот в этот кубок. Изображен этот кубок в этой колоде еще и с крышкой, чтобы никто не догадался. Поэтому проницательны будем, непроницаемы в вопросах дел, оформления документов или каких-то наших честолюбивых амбиций. Тут как будто все исполнится, но умело манипулировать нам придется. Финансы. Здесь все по справедливости. И если какой-то вопрос финансовый оформляете или что-то вы решаете, оформляйте через документ. Здесь важно, как держать эмоциональное равновесие. Вот только про эти две энергии сказала, и вот они, пожалуйста. Вот это где-то эмоции, которые кладутся на чашу весов, и они не должны перевесить как со знаком плюс, так и со знаком минус. И мы должны быть готовы от чего-то словно отказаться, быть рациональным, понимаете? Больше холода, логики и не нарушая закон в целом вот так. У кого-то могут проиграться ведь и вопросы в суде. И здесь важно будет уметь держать паузу. Вот буквально паузу держать. Или если нам недостаточно знаний, мы не знаем, как работает закон в отношении нас по тому или иному случаю именно, тогда нужно заручиться поддержкой, может быть, юриста, адвоката, обратиться к людям, которые знающие, понимаете? Ну и, безусловно, быть честным с самим собой. Вот вопросы финансов, при всем при том, что удачный вообще, в принципе, месяц, но как будто по финансам не имеем права на ошибку. Что-то мы здесь должны очень рационально, холодно продумать. Хотя финансы будут. И в личной жизни. Ну, в личной жизни тут вообще все замечательно. У каждого, безусловно, по-своему. Если вы один или одна, от вас будет, от ваших действий будет что-то зависеть, понимаете? То есть, может быть, даже, чтобы осуществилась встреча, надо продумать, каким образом, не где-то жить, знаете, как в цикличности, работа, дом, работа, так вот тут маловероятно что-то, а увидеть где-то мир по тройке жезлов, как раз это предполагается, 5 минут до старта, какую-то поездку недалекую, может быть, осуществить, или подумать, как это мне знакомиться с миром, да, и с людьми тоже. Ну, а для тех, кто в паре, тут вы вместе будете именно что-то обсуждать на будущее. И это 5 минут до старта, для кого-то это будет переезд, может быть, переезд далеко. Или начало совместного бизнеса, почему нет? Работа с информацией, может быть, вдвоем. Есть тут какой-то тандем, великолепный унисон в июле. И он может проиграться как в решении вашей личной жизни, так и как будто закрутиться в виде семейного бизнеса. Вполне вероятно. И что-то вы, может быть, будете тут оформлять. Буквально в документах тоже. Благополучный период для всех ваших планов. Когда порадоваться, вот в июле надо обязательно. Давайте посмотрим, а что в августе. Ну вот какая-то хандра может на нас накатить, четверка кубков, но я бы сказала, знаете,
Усталость может накатить тоже, и поэтому уставшие люди делают ошибки. Очень важно увидеть какую-то возможность, словно на руке находится кубок, и нам его предлагают, а мы уставились в землю и ничего не видим. В землю вообще смотреть вредно, поэтому для вас будет в течение августа внимательным быть в принципе и подмечать, как какие-то может быть, новости, что говорят люди, какая обстановка вокруг вас. Вот тут нельзя не время вообще хандрить. С другой стороны, четверка кубков нам помогает в плане здорового равнодушия. Это вот возвращаясь к десятке мечей, которую мы с вами достали, здесь словно может какая-то ситуация себе напомнить из прошлого. И она нас может повергнуть вот в такое состояние хандры, но есть плюс, как будто пусть мы и не переживем какую-то, уже карта нам говорит, закрыли дверь в прошлое, прежнюю ситуацию, но вот именно тот самый ценный опыт или здоровое равнодушие по какому-то делу нам может помочь в августе, когда безэмоционально мы вспомним какую-то минусовую ситуацию и примем правильное решение. Вот когда нас на эмоции вывести практически невозможно. Вот иногда эта карта проигрывается в плюс. Значит, может что-то на кону стоять очень важное, как предложение, которое нужно, знаете, как с одной стороны не наступить на старые грабли и увидеть какую-то новую возможность, как новую реальность. Может быть, придет что-то совсем не таким образом, да, как шанс мы называем его величество. Так вот, приходит оно к нам совсем не тем образом, как мы ожидали, а как-то по-другому. И взять вот этот кубок будет наша задача. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. Тут две карты. Правда? Смотрите, туз мечей. Правда, тут некогда хандрить, разве что вот это здоровое равнодушие. Умение рационально, вот, наверное, как маг или король кубков, ваша карта, увидеть какую-то реальность, принять важное решение. И нам выпадает шестерка пентаклей. 6 это всегда победа. У вас, смотрите, и в личной жизни победа. И по деньгам-то победа. Ну, нам, собственно, сказали, что с деньгами проблем нет. Но, видимо, в августе еще какая-то квинтэссенция по деньгам и по работе, может быть, от вашего решения будет зависеть, какой вы в последующем получите финансовый эффект, финансовую победу, как вы решите какие-то вопросы. И более того, это новое качество жизни на какой-то последующий период. Вы что-то будете словно закладывать, может быть, на много лет вперед. Вот чего-то надо не упустить. И пусть для вас тогда четверка кубков проиграется именно как вот этот рационализм спокойный, хладнокровный, может быть где-то жесткий, жесткий в отношении собственных мыслей. Здесь очень надо быть рациональному, потому что не упустить что-то. Так и вовремя, знаете, как, ну, может быть, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда или удачу за хвост ухватить. Вот что-то подобное у вас может быть. И там ведь у вас тоже в 3 карты, которые я доставала в самом начале, у вас выпадает, как мы сдаем экзамен словно, да. И это может быть вот такой какой-то переломный момент или какая-то возможность, когда мы, это тройка пентаклей, это карта прогресса на последующий период. И карты тоже подтверждают, что-то на кону важное может стоять. И вот они опять нам деньги. Посмотрите, король пентаклей. Это тот, который сделал себя сам. Надеемся мы тут сами на себя. Но вопросы финансов у вас словно будут определять вообще ваши позиции на последующий долгий период. Чем-то воспользоваться нужно, чтобы вот так, как король восседает, да, я уверен во всем, у меня все под контролем. А ведь правда, в ваших силах тут что-то очень доброполезное для себя, причем такое надежно стабильное, создать. И где-то впоследствии уже даже как будто не надо дергаться, да, о чем-то переживать, горевать. Вот какой-то такой вопрос вы можете решить. Именно больше финансы или через вашу, может быть, деятельность, через ваши какие-то амбиции, у кого-то это должность, может быть, новое получение, или получение долгожданных денег, или ваше признание какое-то, или, ну, какой-то вот такой вопрос вы решите. Останетесь довольны. И в личной жизни у кого-то решение вопросов, связанных с детьми, или мы можем искать какую-то правду.
Я бы сказала, не совсем тут про любовь. И август месяц, скорее всего, дела, работа, бизнес, амбиции. Что-то есть в вашем проекте, что-то приходит на порог, словно как возможность, повторяюсь, порешать. И больше рационализма, хладнокровия, нет эмоций вообще. Вы можете спрятать эти эмоции, чтобы они вам не мешали. Вы можете где-то переключиться, и ваши близкие могут не быть довольны, потому что вы есть момент, что вы словно можете уйти в себя, обдумывая что-то, ища какую-то правду или правду с позиции, может быть, какого-то дела, участвовать в этом бизнесе или нет, расширять мне мой собственный или нет, принимать предложение о новой должности или нет. То есть вот очень много мыслей, которые вот такие холодные, по пажу мечей. Ведь по пажу мечей это что у нас? Когда мы хотим, пытаемся, как повторяюсь, найти информацию, так и сами проанализировать что-либо, чтобы видеть какую-то истину. Говорить могут многое, а здесь мы должны видеть какую-то суть проблемы, вопроса и дальнейшее продвижение. Ну, вот так, пентакли и мысли, интеллект практически. Вот что на первое место выходит у вас в августе. У кого-то может быть и правда обучение. Тройка пентаклей не случайно выпала. Или вам придется что-то изучать. Может быть, законы. Может быть, вы в другой среде окажетесь. И вам придется посмотреть, как это работает, как живут люди. Где-то, ну, не то чтобы приспособиться, но какую-то реальность новую принять. И это тоже подразумевает, что мы должны словно что-то изучать. Ну и мы открыты миру все-таки. И поэтому вообще очень продуктивное для вас лето, мои дорогие. Перекладывайте на себя, будьте счастливы.